Доброго, хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале Вязание крючком с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а на этом канале я предлагаю вам сегодня связать интересный и несложно исполняющийся узор. Таким узором можно связать очень много. Особенно красиво этот узор, конечно, будет смотреться в каких-то детских интересных вещицах. Ну, а также ваша фантазия вам подскажет, где можно было бы использовать такой узор. Узор, как я сказала, исполняется несложно. Он состоит из 2 арочек в ширину и 4 ряда в высоту вместе с шахматным порядком. Образец этого узора я связала из вот такой вот турецкой пряжи. Это Alize Forever. И в 50 граммах этой пряжи 300 метров. Это тоненький 100% акрил. И крючок в этом случае я подобрала фирмы Tulip японского производства номером 1,1. Вязать мы будем из этой же пряжи, такой же Forever, только вот такого красивого сиреневого цвета, и этим же крючком. Набираем первую петельку и вяжем 2 арочки нашего раппорта. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 5 накидов на крючок и из первой петельки провязываем столбик с 5 накидами. И закрепили 2 петельки вместе. Это первая арочка раппорта. Теперь вяжем следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 5 накидов на крючок. Петелька соединения между 2 арочками. Подхватываем 2 дужки. Провязываем столбик с 5 накидами. Соединили 2 петельки вместе. И у нас уже есть 2 арочки раппорта. Вот так вот мы набираем такое количество вот этих вот пар этих колечек, сколько нам потребуется для ширины нашего изделия. Я набрала 3 раппорта. Это 6 колечек. Верхняя дужка у нас чуть-чуть длиннее нижней. И для того, чтобы у нас был красивый край, вот эти колечки мы сейчас обвяжем. Под верхнюю дужку мы вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Теперь заходим крючком в соединение между арочками и вяжем соединительный столбик. И переходим под следующую арочку. Снова вяжем 12 столбиков без накида. И опять между арочками из петли соединения делаем соединительный столбик. Так мы провязываем до конца ряда. Последняя арочка этого ряда мы сразу же укладываем хвостик по нашей цепочке, и он у нас вяжется и спрячется. Связали последнюю арочку, делаем одну воздушную петельку, возвращаемся в первую же петельку, в первый столбик
без накида, делаем соединительный столбик. У нас получился разворот. И теперь под вторую половинку этой арочки мы вяжем по 10 столбиков без накида. Обвязали арочку и теперь попадаем тоже в петлю соединения между арочками и делаем соединительный столбик. И вяжем под следующую арочку снова 10 столбиков без накида. И опять в петлю соединения между арочками попадая, делаем соединительный столбик. Так снова вяжем до конца ряда. Обвязали последнюю арочку. Теперь мы заходим в первую петельку, в угловую, и делаем соединительный столбик. Воздушная петля. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. В первую же петельку провязываем столбик без накида. И первый ряд нашего узора начинается по изнаночной стороне. Мы вяжем сначала 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 2 накида на крючок. Входим на цепочке во вторую петельку от ее начала и провязываем столбик с 2 накидами, оставляя его петельку на крючке. Снова 2 накида на крючок. Из той же петельки провязываем столбик с 2 накидами, оставляя его на петле. И теперь 4 накида на крючок. 1, 2, 3 и 4. И из той же петли провязываем столбик с 4 накидами и замыкаем все петельки в одну вершинку. Теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И между арочками, петельку соединения между арочками, провязываем столбик без накида. И снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Мы с вами связали раппорт, и теперь начинается следующий раппорт. И внимание, сейчас мы будем исполнять сложный пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5 накидов на крючок. Провязываем столбик с 5 накидами. Оставляем петельку на крючке. Теперь делаем 2 накида на крючок. Возвращаемся по вот этой вот цепочке. Вот в самом конце у нас одна дужка столбика и вторая дужка столбика. Вошли крючком. Провязываем столбик с 2 накидами. Оставили петельку на крючке. Снова 2 накида на крючок. Из этой же петли провязываем снова столбик с 2 накидами. И теперь 4 накида на крючок. И из той же петли провязываем столбик уже с 4 накидами. Замыкаем все эти петли в одну вершинку и соединяем с ведущей петлей. Если у нас по краям была здесь воздушная цепочка из 8 воздушных петель, то посреди раппорта у нас исполняется сложный столбик. И дальше мы вяжем 9 воздушных петель.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 и 9. И опять между колечками в петельке соединения провязываем столбик без накида. И снова 9 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вяжем третий раппорт. Снова исполняем сложный столбик. 5 накидов на крючок. Из петельки соединения провязываем столбик с 5 накидами. Теперь 2 накида на крючок. Подхватываем одну дужку и вот вторая дужка. Провязываем столбик с 2 накидами. Еще раз столбик с 2 накидами уже из этой же петли. И 4 накида на крючок из этой же петли провязываем столбик с 4 накидами. Закрепили в одну вершинку, закрепили следующей петлей. И снова у нас 9 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Между арочками петелька соединения делаем соединительный столбик. И снова 9 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Мы закончили с вами раппорт, и теперь последнее колечко мы будем вязать для симметрии узора при поворотных рядах. Здесь у нас 5 накидов на крючок. Заходим в угловую петельку, провязываем столбик с 5 накидами. Оставили петельку на крючке, теперь 2 накида на крючок, подхватывая 2 дужки нашего столбика, провязываем столбик с 2 накидами. Теперь еще раз столбик с 2 накидами и столбик на 4 накида, все из той же петли. Замыкаем в одну вершинку и замыкаем следующей петлей. Завершили ряд. Разворачиваем теперь наше вязание на лицевую сторону и вяжем второй ряд этого раппорта лицевой. Заходим под дальнюю дужку, там где у нас был столбик с 4 накидами, и вяжем под него 12 столбиков без накида. Связали. Теперь крючком мы снова заходим под дальнюю дужку этого колечка и точно так же вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Теперь, заходя в первый столбик без накида, из которого мы начинали вязать наше колечко, делаем соединительный столбик. И переходим под вот эту вот нашу арочку, под цепочку, вяжем под нее 12 столбиков без накида.
Связали. Теперь мы крючком входим вот на ряд ниже в петлю соединения и делаем соединительный столбик. И переходим под следующую цепочку, снова вяжем 12 столбиков без накида. И мы с вами связали раппорт нашего узора. Вот так вот просто. И вот так вот интересно он будет смотреться. Переходим к следующему раппорту. Вот мы завершили обвязывать вот эту вот большую арочку. Теперь отсюда крючком мы заходим за дальнюю дужку и вяжем 12 столбиков без накида. Уложили эти 12 столбиков без накида. Теперь мы снова крючком заходим под дальнюю дужку и точно так же укладываем плотненько 12 столбиков без накида. Уложили. У нас развернулось вязание по направлению. И теперь вот в петельку вот этого вот изгиба делаем соединительный столбик. У нас замыкается наше колечко. И переходим под большую цепочку. Снова вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Петля соединения. Опускаемся на один ряд ниже. Делаем соединительный столбик. И переходим снова под следующую большую арочку. Вяжем 12 столбиков без накида. И мы с вами связали следующий раппорт. Вот уже есть очертания нашего узора. И вяжем еще последний раппорт и краевую нашу монетку. Опять под дальний столбик. Вяжем 12 столбиков без накида. Связали, снова крючком перешли под дальний столбик и снова вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Замыкаем вершинку нашего колечка. Вот петелька, ее видно, она в изгибе получается. Делаем соединительный столбик. И переходим опять под большую цепочку. Вяжем 12 столбиков без накида. Соединительный столбик в соединительном вот этой вот петле между арочками на ряд ниже провязываем.
и вяжем под большую цепочку 12 столбиков без накида. Связали. И у нас остается связать последнюю краевую монетку. Под дальний столбик вяжем 12 столбиков без накида. Дальше мы крючком опять переходим под дальнюю дужку и вяжем 12 столбиков без накида. Связали в петельку изгиба, вот она, делаем соединительный столбик. Мы с вами закончили первый полураппорт. Вот его лицевая сторона. Вот так вот незамудренно вяжется этот узор. И теперь мы перейдем на вторую половину раппорта. Наш узор будем располагать в шахматном порядке. Отсюда мы вяжем одну воздушную петельку, разворачиваем вязание и заходим в первую же петельку, провязываем столбик без накида. Это у нас разворот. И теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И вот здесь вот, в этом изгибе, мы будем в шахматном порядке исполнять сложный наш столбик. Это будет у нас 5 накидов на крючок. Теперь мы заходим вот в эту вот петлю, вот она, и из нее провязываем столбик с 5 накидами. Его петельку оставили на крючке. Теперь делаем 2 накида на крючок. И так, чтобы по цепочке подняться на одну петельку выше, мы подхватываем одну дужку и теперь вторую дужку. И провязываем столбик с 2 накидами. Петельку оставляем на крючке. И снова 2 накида на крючок. Опять провязываем столбик с 2 накидами. И теперь 4 накида на крючок. Провязываем столбик с 4 накидами. Теперь все 4 петельки мы замыкаем в одну вершинку и замыкаем следующей петлей. И у нас получилась вот эта вот подготовка под монетку. Это вот такой вот пышный столбик на ножке. И теперь вяжем снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Заканчиваем раппорт. Теперь мы входим в петельку над вершинкой нашей монетки по изнаночной стороне. Вот изгиб наших арочек. Но чтобы крючок у нас вышел в монетке. Провязываем столбик без накида. И снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И в этом изгибе между большими арочками опять исполняем сложный столбик. 5 накидов на крючок. Вяжем сложный столбик.
И снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И здесь, в этом изгибе, мы входим в петлю и выходим в нашей монетке. Вот. Провязываем столбик без накида. Снова вяжется 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять у нас в шахматном порядке. Вот здесь вот получается подготовка к монетке. Сложный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Накидом на крючок. Заходим в петлю в изгибе. Провязываем столбик с 5 накидами. Теперь делаем 2 накида на крючок, подхватывая дужки, чтобы у нас петля получилась на одну петельку цепочки выше. Провязываем столбик с 2 накидами. Еще раз отсюда же столбик с 2 накидами и столбик на 4 накида последний. Закрыли 4 петельки вместе и закрыли с ведущей петлей. И вяжем последнюю цепочку этого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И мы заходим в угловую петельку, в вершинку нашей монетки, провязываем столбик без накида. Теперь отсюда вяжется воздушная петля, разворачиваем вязание. Последний вот этот вот столбик без накида мы вяжем еще раз столбик без накида. Мы сделали разворот и теперь вяжем ряд его лицевую сторону. Под большую цепочку мы вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Теперь вывязываем монетку крючком под дальний столбик, крайний дальний столбик, вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Снова крючок вводим под дальний столбик и вяжем 12 столбиков без накида. Связали. В изгибе, вот эта петелька в изгибе, вот она. Мы делаем соединительный столбик, замыкаем нашу монетку и теперь продолжаем вязание. Под большую цепочку мы вяжем 12 столбиков без накида. Связали. Теперь мы крючок вводим опять на ряд ниже в вершинку монетки предыдущего полураппорта и делаем соединительный столбик. И по цепочку снова вяжем 12 столбиков без накида. Ну вот мы с вами связали. Это первый раппорт в шахматном порядке. И подошли, начали вывязывать уже второй раппорт. Сейчас здесь точно так же вывяжется монетка. Дальше
у нас обвяжется эта цепочка. Здесь у нас соединение с вершинки на ряд ниже. И опять обвязали цепочку, вывязалась монетка и обвязали цепочку. Вяжем этот ряд до конца уже самостоятельно. Вот я обвязала уже последнюю монетку, последнее колечко. И у нас остается последняя большая арочка. Мы вяжем 12 столбиков без накида. Связали и вошли в вершинку нашего колечка, сделали соединительный столбик. И мы с вами связали полный раппорт вот такого милого узора. Дальше у нас начинается все с первого ряда. И сейчас мы с вами сделаем этот переход. Отсюда мы вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В первый же столбик без накида заходим и провязываем столбик без накида. А теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 2 накида на крючок. Во вторую петельку на цепочке провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. И теперь 4 накида на крючок. Из этой же петли провязываем столбик уже с 4 накидами. Закрыли все эти петли вместе и закрыли следующей петлей. И вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И опять в вершинке нашей монетки предыдущего полураппорта мы входим крючком с изнаночной стороны, выводим вот в этом месте крючок и делаем соединительный столбик. И опять вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И, соответственно, у нас вот этой вот выемки между 2 большими арочками будет сейчас исполняться сложный столбик. Мы делаем 5 накидов на крючок, входим в этот изгиб крючком и вяжем столбик с 5 накидами. Связали, теперь 2 накида на крючок и подхватываем одну дужку и вторую дужку. У нас получается петля якобы на одну петельку выше. Провязываем столбик с 2 накидами. Опять столбик с 2 накидами из этого же места. И столбик с 4 накидами опять из этой же петли. Соединили все петли вместе, закрылись вершинкой и вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Над вершинкой заходим в изгиб, выводим крючок в вершинке предыдущей монетки, делаем соединительный столбик, вяжем снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Опять вяжем здесь сложный пышный столбик.
И довязываем еще один раппорт. Вяжем 9 воздушных петель. Здесь мы провязываем соединительный столбик. И еще раз 9 воздушных петель. И здесь у нас получится еще одна монетка для симметрии. Вяжем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И вот из петельки, из столбика без накида вяжем столбик с 5 накидами. 2 накида на крючок. Подхватываем одну дужку и вторую дужку. И вяжем столбик с 2 накидами. Еще раз столбик с 2 накидами. И теперь столбик с 4 накидами. Закрыли все петельки вместе. Соединили с ведущей петлей. Теперь мы разворачиваем ряд, и получается, что под дальнюю дужку мы начинаем обвязывать вот это вот колечко, переходим под цепочку, вяжем 12 столбиков без накида. Все повторяется у нас как в первом ряду. Думаю, что вы успешно уже дальше будете вязать без меня и без моих подсказок, потому что этот узор действительно очень прост. Но посмотрите, как мило он выглядит. Правда, не здесь, а на большом образце, и мы сейчас еще раз посмотрим. Вот наш большой образец. Вот так вот интересно, симпатично выглядит этот узор. Вот это его лицевая сторона, как вы понимаете, а вот так вот выглядит наша изнаночная сторона. Очень милый, простенький узор, и многие вещицы таким узором будут прелестно выглядеть. Вот видите, я вам показываю его сразу же на руке. Наверное, и кофточки, и какие-то кардиганчики, и туники я бы таким узором вязала. Ну что ж, думаю, этот узор вам понравился. Жду ваши комментарии и жду ваши пальчики вверх. А я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.